Что, друзья, всем огромный привет. Все мы часто бываем в Турции, в отелях, кушаем здесь, напитки в барах пьем, но никогда никто не видел, что происходит за кулисами, все включено, что происходит в ресторанах, что происходит в барах, как это готовит все. И в этот раз мне удалось пробраться за эти кулисы, посмотреть на кухню, как что делают, посмотреть на бары, на склады, какой запас алкоголя и как вообще возможно вот такой отель обеспечить всеми напитками, питанием. Также посмотреть, как это вообще все стирают, как все это обслуживает. В общем, в этом видео вы видите то, что никогда еще не видели. Смотрите до конца, я обещаю, будет очень интересно. Будет раскрыто много-много секретов турецкого. Все включено, шведского стола. В общем, много интересного и, как всегда, полезно в этом видео. Смотрите до конца, не перематывайте. Ну, а мы начинаем. Что это у нас? Турция, Белек и отель IC Santay. Отправляемся сейчас с вами в главный корпус, и я вам все сейчас буду показывать. Так, друзья, смотрите, это у нас ресторан, да, и сейчас мы отправляемся за кулисы шведского стола и посмотрим, как все происходит в действительности. Здесь нам нужно будет одеть масочки, головные уборы. Так, одеваем маски, шапки. Смотрите, я сразу обратил внимание, мне рассказали, да, что здесь, чтобы помыть руки, не нужно ничего трогать, просто ногой вот так вот прислоняем. Оп, все, льется вода. Вот так вот. Уже так у нас, ну что, отправляемся на кухню, сия святых шведского стола, all-inclusive. Посмотрим, как что происходит за кулисами, где никто никогда не был. Я думаю, даже таких видео никогда не были. И мне сказали, что здесь тоже такого никогда не снимали. Так, смотрите, это у нас это место, где хранится чистая посуда. Место, где моют, да, всю посуду. То есть все лотки вот эти их смоют и потом отправляются уже вот сюда, в соседний цех, где чистая посуда. Так, отправляемся дальше. Здесь у нас что делается? Здесь у нас готовятся горячие блюда. Ага. Здесь можно пройти посмотреть, да? Конечно, да? конечно. Так, смотрите, вот как все возят. Мераба, все с пленочки, все запечатано. Пойдемте, пройдемте, нам разрешили здесь пройти посмотреть. Это цех, где делают горячие блюда. Вот все здесь готовят. Такие огромные, смотрите, котлы. Смотрите, огромные печки. Так запекают курицу. Огромнейшие просто установки. Так, здесь делают заготовки, картошка. Мераба. Морковка. Такие огромные плиты. Hello. Здравствуйте. Очень веселые повара. Добрый. Так. Смотрите, вот так вот происходит весь процесс подготовки к выносу. Это сейчас на обед, да, уже идет? Сейчас у нас как раз обед происходит. И вот это все подготавливают. Сколько ж много всего надо, да, чтобы целый отель накормить. Конечно. Овощи. Так, отправляемся дальше. Здесь у нас холодный цех. Смотрите, все датчики бесконтактные, не надо прислоняться ни к чему. Подносите руку, повар подносит или персонал и заходит. Здесь, смотрите, делают нарезку из, не знаю из чего, но вот так вот слайсером все это дело нарезают. Ага. Идут заготовочки уже, смотрите, к салатам сейчас делаю. Картошечку вот так вот начищаю. И смотрите, здесь у нас ящички со специями. Все в отдельных ящиках лежит. Отправляемся дальше. Нажимайте паузу, пишите, что вы думаете. Так, это у нас завтрак. Это завтраки, да? Так, заходим. Смотрите, здесь все в отдельных шкафчиках лежит. Шкафчиках в отдельных ящиках специально. Видите, все, что джемы, это все на завтрак делается. И здесь, кстати, прохладное помещение, я хочу обратить внимание. То есть здесь, видите, все сыры. И эти сыры, видите, сразу делать в таком месте, чтобы они уже на моменте подготовки даже не портились, не перегревались, чтобы здесь было прохладно. Так вот, нарезочку там готовят, морковку, мяско. Здравствуйте, мераба. Смотрите, как все красиво укладывает, накладывает, все раскладывает.
Сети сначала это все нарезают и потом все это раскладывают. Так, здесь тоже бесконтактные датчики. И шеф-повар у нас в своей специальной шапочке. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это у нас холодильная установка. Здесь, смотрите, специальные датчики, чтобы выставить специальную температуру, чтобы было холодно, прохладно. Так, здесь у нас все в коробочках лежит. Да, все в коробках. Прям очень холодно, яйца в коробках. Так, а туда дальше можно пройти? А там дальше не сняли, хорошо или запотело, потому что там очень холодно. Так, здесь у нас морозильная установка. Можно видеть, какой здесь пар сразу залетает. Здесь у нас, смотрите, тоже все в ящиках. Наггетсы, все отдельно разложено. Смотрите, картошка фри. Вот эти крокеты, да, я уже по виду определяю. Смотрите, все в ящиках. По отдельности все разложено. Это реально морозилка. Здесь очень холодно, не знаю, в течение минус 15, наверное, минус 20. В общем, смотрите, много-много всего здесь лежит. Вот так вот. И здесь пельмешки маленькие, большие. Вот. Смотрите, сколько пельменей. Все в коробку. Такая огромная морозильная установка. Здесь очень холодно, надо отсюда выбегать. Здесь, смотрите, хлеб, булки специальные, все тоже в морозилке хранится. И там все в отдельных упаковках. Все выбегаем, потому что здесь можно прям заболеть. Когда на улице очень жарко, я знаю, куда теперь приходить. Будем приходить к вам сюда, охлаждаться. Ох, там очень холодно, я прям замерз. Так, здесь у вас, здесь Здесь у нас мясник. мясной отдел, мясной цех, отдел, как да, у нас в мясной России цех. говорят. И обратите, пожалуйста, внимание на цвет Досок, да, разные потому что столы есть разного цвета. красный для обработки мяса, есть также желтый Ага. для обработки птицы, курица, индейка. Также есть еще зеленый цвет и синий цвет. Синий цвет для рыбы и морепродуктов, а зеленый цвет для обработки зелени, салата, Ага. овощей. То есть все в отдельных цветах. Да, совершенно верно. И также есть отдельные ножи специальные для работы на каждой из досок, тоже которые отличаются по цвету рукоятки. Они находятся в специальном шкафчике. Ничего себе, то есть каждому виду свой нож. То есть одним ножом нельзя порезать рыбу, Совершенно курицу, верно. потом мясо. Ага, и Вот все это. обратите, пожалуйста, внимание. Ага, это специальный какой-то шкаф, да? Это с ультрафиолетом, да, шкаф? Да. Ага, смотрите, все в разных цветах. Помимо того, что моют, еще все это потом стерилизуют. Ну, слушайте, вообще. Мне кажется, у нас в России такого нет, если честно. Если кто работает в системе там ресторанов, напишите, есть ли такое у нас в России, бесконтактные датчики, видите, все включают, не прислоняясь. А здесь самое вкусное касается. место на кухне – это кондитерская. То есть Ага. все сладости, все самое-самое вкусное и полезное готовят именно здесь. И все готовят, вот все, что сладкое здесь или Да. что-то заказывают? Да, нет, все готовят здесь. То есть все торты, все пирожные, весь хлеб тоже выпекают всё. непосредственно здесь. Поэтому это Ничего всегда себе. все свежее. Вот это да. Вот смотрите, все заготавливают, делают. Это макарони, да, я уже вижу отсюда. Очень красиво теперь их украшают. Это на обед сейчас, да? Да, я так понимаю, что по времени сейчас у нас обед скоро заканчивается в 14:30, и потом, соответственно, у нас есть большое количество снэк-ресторанов, которые работают. да, тоже Также всё здесь есть клабхаус ресторан, то есть все это готовится здесь, потому что это основная кухня. И, соответственно, скоро уже ужин, то есть здесь работа всегда ведется нон-стоп. Ну да, здесь, наверное, без остановки надо все делать. Так. Ну и, конечно же, святая святых – это то место, где готовят, как по-турецки говорят, баклаву, Ага. и по-русски пахлаву. Бахлава, да, по-русски говорят. Так. Вот. Вот, смотрите. Это вот так вот раскатывать тесто, да? Да, причем огромное количество слоев. Обратите внимание, пожалуйста, там много-много слоев. И эти слои должны быть очень-очень тонкими. Чем тоньше, тем лучше получится, потом вкуснее получится сама баклава. Далее эти слои прокладываются фисташками, либо же, если это делают, например, с грецкими орехами, то это грецкие орехи или любой другой наполнитель. Ну и потом, соответственно, придается форма. Далее готовятся вот такие подносы, и после того, как готовят в течение часа, заливают сиропом. То есть очень часто кажется, что это мед, но на самом деле это специальный сироп, то есть вода и сахар, которые Да. кипятятся в течение определенного времени, потом заливается вот эта вот форма, весь этот поднос, и нужно выждать как минимум час, а иногда даже полтора.
И подавать пахлаву нужно, когда она уже немножко остынет, то есть чтобы она не была горячей, чтобы не горячей. но чтобы она была чуть теплой. А сколько вообще она хранится, такая пахлава? В магазинах, да, еще продают, я часто вижу. Да, ну естественно, самая вкусная, самая свежая. Ustacığım, ne kadar durabilir? Mesela baklava ne kadar durur? Hani bir gün, 2 gün, 3 gün. Saklama süresi mi? Evet. Saklama süresi 3 ay da durur yani. Yani şok biraz artı 18 var ya, artı 18 var. 3 ay da durabiliyor. Если положить в холодильник вот такую вот форму без сиропа заготовленную, то она может храниться до 3 месяцев. Но, естественно, когда она уже пропитана сиропом, то несколько дней, потому что потом она размокает. Ну, в общем, надо есть свежую, как только приготовили, верно. сразу надо есть. Конечно. А вот это фисташки, да, которыми Да, а это присыпаются фисташки, слой. которыми просыпаются слои. Ну, в общем, с разными, да. А это вот сироп, да, который Да, совершенно заливается. верно. Красота. Помогает. Вот, смотрите, в таких огромных пачках фисташки. Bunu toz şeklinde getiriyoruz. Уже чищенные, специальные, Да, да, вот эти какие-то? специальные толщины. фисташки, да, и, соответственно, их вот так вот здесь дробят, то есть доводят до состояния вот такого. Toz şeklinde getiriyoruz. Спасибо большое. Да, молодец. Teşekkür ederim. Как говорят в-турецки, спасибо very much. Teşekkür ederim. Слушайте, очень интересно, очень необычно все. Есть склады с хранениями еще. В шкафу еще можно посмотреть, что есть. Там очень интересно в шкаф бывает Давайте. ходить. Интересно Больше все всего посмотреть, люблю, да. Больше всего люблю ходить в шкаф. Здесь тоже, да, вот под ножи все стерилизуется. Так, здесь опять у нас холодно сейчас будет. Холодный шкаф, так. Да, да, выходите. Так. О, какая красота у нас, смотрите. Сколько пирожных. Все в холодильнике хранится. Это сейчас все приготовили, да? И уже все выносит. Можно, да, туда посмотреть? Смотрите, здесь так вкусно пахнет, вы не представляете. Просто обалденный потрясающий запах, знаете, сладости. Все вот так, видите, под пленочками разложено. Все подготовить. Я даже не представляю, сколько нужно организационных моментов, чтобы это все наладить. Надо сначала что-то одно сделать, потом другое, потом... Безусловно, поэтому Смешать. кухня работает в 3 смены. То есть постоянно работа здесь ведется нон-стоп. Утренняя, вечерняя и ночная. То есть ночью готовят на завтрак, да? Совершенно верно. Кстати, то есть пока Либо мы же спим какие-то все сладости, в да, отелях, которые нужно здесь выдержать. кипит работа Да, да, и совершенно готовят верно. еду. Это же да, Совершенно надо вот, верно. ну, после завтрака сразу же успеть приготовить на обед. Вот сейчас идет обед, это сейчас уже надо готовить на ужин. На ужин, да, совершенно всё. верно. А потом еще есть ночной буфет, поэтому как только заканчивается ужин, или даже, может быть, за несколько Всё в часов в до 3 смены. окончания ужина, да, уже готовится, идет подготовка к А ночному сколько вообще, буфету. какое количество вот, человек, персонала? На кухне вместе с персоналом, который занимается непосредственно уборкой, работает около 105 человек. Такая это большая с учетом команда. тех, кто в зале? Да, да, безусловно. Потому что еще же не готовят не здесь, да, еще же там делают Да, макароны. готовят не только здесь, но, гриль. соответственно, очень многое готовят непосредственно при гостях уже в самом зале. Там уже и гриль жарится, да, и макароны, Да. и яйца, то есть многое там готовится. Безусловно. То есть как бы два цеха получается, один внутренний вот этот, А секретный, другой, да, шоу-кукинг, а другой непосредственно, который показывает. не открытый, где придумали, готовят. Хорошо, спасибо большое, очень интересно. И теперь пройдем тогда в офис к шеф-повару, да? Пойдемте. Так, мы пойдемте зайдем в гости в офис к шеф-повару, спросим, как что происходит. А расскажите нам, как вот происходит процесс, вот, скажем так, оформления вот этих товаров, да, их же надо заранее заказывать, рассчитать, сколько человек будет в отеле. В данный момент мы находимся в офисе нашего шеф-повара. Это господин Ахмед Сарыкая, который является главным волшебником и ответственен за то, что мы делаем все очень вкусным и полезным. Şöyle bir şey soruyor ustacığım. Peki hazırlığı nasıl yaparsın? Taze ürünleri bir gün önceden sipariş veriyoruz. Свежие продукты заказываются, как правило, за день до того момента, когда они должны быть использованы. То есть это зелень, это салаты, это овощи, это фрукты. А замороженные продукты заказываются на складе, в депо. Bunları düzenli bir şekilde operasyonda И, как правило, все это планирование начинается поздно ночью для того, чтобы успеть к следующему дню. Поэтому уже ночная смена начинает что-то готовить для того, чтобы эти продукты попали на завтрак. И работа идет kруглые sutki. taze yaptığımız ürünler, bugün hazırladığımız ürünler yarın tükeniyor. Ertesi gün için bir daha hazır. И
наша кухня, по сравнению, скажем так, с другими отелями и с тем количеством гостей, которые проживают в отеле, все-таки является небольшой достаточно, но тем не менее при этом она производит очень большое количество еды. Причем все питание, все продукты очень свежие, и их хватает для всех гостей, которые проживают, то есть где-то около 2000 человек всегда накормлены, сыты и уверены в том, что всегда все продукты свежие. Bu bizim için aslında avantaj. Hiçbir ürünümüzün И это для нас прекрасная возможность, потому что у нас не остаются продукты какие-то неиспользованные, поэтому за счет того, что мы каждый день заказываем продукты со склада, то они использованы, они всегда свежие, и в этом уверены и наши туристы, и гости, и, собственно говоря, сами работники, потому что они видят, что эти продукты приходят каждый день со склада. А вот интересно, сколько вот, допустим, сейчас, вот в сезон, летом, сколько uходит мяса и сколько rыбы, вот реально там в dень? Yaz aylarında çok yoğun olduğumuz zamanlarda mesela yaklaşık günde kaç kilo et veya kaç kilo для этого нужно проводить очень и очень тщательное планирование, потому что, вы знаете, иногда бывает, это уже от себя хочу комментарий такой сделать, иногда бывает так, что в хороших отелях шеф-повара получают зарплату гораздо выше, чем генеральные менеджеры. И это как раз-таки связано с их умением все правильно запланировать. Расчеты ведутся на человека, и, например, в данный момент у нас на одного человека приходится около 180 грамм мяса на день. ortalama 1000 kişinin olduğu bir günde 180 kilo civarında kırmızı et tüketiyoruz biz. И поэтому получается, что если, например, в отеле проживает в данный момент около 1000 гостей, то на них расходуется где-то около 180-190 килограммов мяса в этот день. День. Deniz mahsulleri kişi başı ortalama На 300 шашлычки gram так, tüketiyor. 180 килограмм мяса. Что касается, да, например, морепродуктов, которые очень любят гости, особенно приезжающие из стран СНГ, то расчет идет где-то около 300 грамм на человека. Ortalama o. Yani 1000 kişinin olduğu zaman da 300 kilo civarında deniz mahsulü tükendiği oluyor. Поэтому, естественно, когда, например, в отеле проживает единовременно около 1000 гостей, то расходуется около 300 килограмм морепродуктов. Это креветки, все. Да, совершенно верно, 300, что очень то есть на любят, один да. вот ужин надо 300 килограмм креветок. Совершенно верно, Когда вот я чтобы все снимаю остались креветочки. сыты и довольны. Вот так вот. Ya bunun da çeşitli pişirme yöntemleri var. Ну и, конечно же, для этого существуют различные способы приготовления. То есть иногда те же креветки преподносятся в холодных блюдах. То есть это могут быть креветки отварные, которые используются в салатах. Иногда это могут быть креветки на гриле. Как-то другие тоже разные способы, жареные, вареные и так далее. И это все расчеты, о которых мы с вами говорили, за исключением тех продуктов, которые используются еще и для того, чтобы накормить персонал, который тоже обязательно кормят 3 раза как минимум. А персонал, кстати, где питается? Персонал питается в специальной столовой, тоже очень красивое место. Спасибо большое за экскурсию. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. До свидания. Так, ну что, друзья, как впечатление с кухни? Мне, конечно, очень понравилось, все очень цивильненько, все очень чисто, аккуратно, все на своих местах, холодные помещения, это, конечно, тоже очень классно. Так, ну и вот, собственно, как выглядит то, что там готовится, вот сюда приносится, все выкладывается, но это вы видели во многих моих видео. Ну, то есть вот здесь вот, да, вот жарят еще что-то, какое-то мясо, да, дожаривают. Ага. Ну, как всегда, да, картошечку фри, ее тоже всегда свежую жарят и сюда выкладывают. То есть это, видите, всякие вот еще выпечку, еще что-то здесь готовят. Все так вот, да, за кулисами все это выглядит, потом сюда все это выносят, накладывают фрукты, овощи. Кстати, хочу заметить, что это не какая-то постановочная съемка. Мы сейчас с Еленой сидели, разговаривали, я говорю, а можно снять то, что происходит за кулисами? И она сказала, да, пойдемте. И мы просто встали и пришли, то есть никто был не подготовлен, ничего, это произошло все буквально вот там. Мы с пляжа встали и пошли. И вот так вот все выглядит. То есть никто ничего, честно говоря, никто ничего не готовил, заранее не было спланировано ничего, все в реальности снимаем, как всегда, вы знаете. Ну что, это у нас бар. Вот так вот мы всегда его видим, вот так вот всегда снимаем со стороны. Сейчас у нас есть эксклюзивная возможность зайти туда внутрь. Так, я захожу. Есть такой специальный проход. И мы посмотрим, как это все происходит изнутри. Друзья, такого еще на нашем канале не было. Блин, это вообще класс. У меня у самого огромное количество эмоций. Все вот так вот происходит. Можем вблизи посмотреть все бокалы, все напитки. Ну, их я вам все время показываю. Это у нас IC Santai. И ну, давайте заодно вам покажу здесь огромное количество напитков. Да, водка нескольких видов. Бифитер, джин, да, есть потом Jack Daniels, Jim Beam, Black Label даже есть. Это Red Label, Jameson, GB, Ballantines.
Куантро, Альмека. Ну, такие перечисляю, да, самые топовые напиточки. Чивас 12-летний даже есть, смотрите, Black Label. То есть огромное количество. И даже есть, смотрите, Hennessy VS. Слушайте, так близко. Я к этим бутылкам еще в Турции не приближался. И Апероль, да. Апероль, Бакарди. То есть во всех отелях IC всегда оригинальный Апероль имени не видите. Потому что в некоторых отелях бывает делают Опероль, Дипироль. То есть какой-то левый. А здесь всегда настоящий Апероль. И смотрите, есть еще Гавана Клаб. Привет с Кубы. Всем, кто смотрел. Вот, видите, даже несколько видов рома. Игермейстер даже есть. Смотрите, такая установочка с альмекой. Вообще класс, да? Прям раз кнопочку нажал и полил. И что мне, кстати, нравится в IC Green и в IC Santai, у них вот такие установки. Вот там сзади вставляется бутылка. И здесь просто нажимается кнопка, ставится бокал, нажимается кнопка и наливается 50 грамм. Да, 50 грамм наливается? Да. Два раза нажали, 100 грамм налилось. Давайте посмотрим, как вообще выглядит место бармена, да, вот когда вот вы подходите, или я подхожу все время с той стороны, снимаю, и как это все выглядит. То есть он вот так вот стоит, и здесь у него лед, молоко, сироп. Это холодильная, да, установка такая, да? Да, там просто лед. Там лед, и это все охлаждается железно. То есть все заготовочки, да, лимоны для коктейлей, ананасы. То есть все классно. Это сиропы, да, все для коктейлей. Вот так вот выглядит процесс, когда вот вам наливают Кока-Колу, Фанту, Спрайт, вот так вот все подносят к этим штучкам и наливают. Вот так вот наливают пиво. Хочу вам показать энергии. Ага, смотрите здесь. А здесь это энергетик, да? А энергетик здесь экстра или входит в All Inclusive? Ну, инклюзив. All Inclusive? Да. А, смотрите, здесь даже есть энергетик, Burn, All Inclusive. Представляете? Ну, я такой не пью. Вот, но если тем, кто любит, шампанское, а это холодильнички, да, здесь все холодное молоко, все напитки, перчатки, видите, у них здесь вода расставлена, чистые бокалы. А где моются бокалы? Извиня? Моется, где посудомоечная машина? Вот, есть уборку, мы сделали. Ага, вот такая посудомоечная машина. Ага, там прям с горячим паром, да, очень все горячо. идет. Здесь еще, видите, холодильник с водой. Здесь сок есть. Соки, пакетированные, очень большое количество. На запас, минеральная водичка. Это у нас, знаете, кофемашины. Я раньше, знаете, работал барменом, поэтому мне это все привычно видеть. Вот так вот кофе готовится здесь. Очень классная кофемашина. Там турецкий чай. А здесь еще, да, вот здесь еще кофемашина. Это турецкий кофе. Ага. Это кофе по-турецки в таком аппарате уже делается, да, большом? Ага. Молится кофе, здесь машинка молит, то есть разные виды кофе. Так непривычно здесь стоять, подходите, заказывайте, друзья. Так классно, на самом деле. Классно. И вот здесь большое количество чаев у вас есть, да, я знаю, всегда. В России очень много чаев. Мед даже к чаю, видите, можно попросить хани, и вам дадут мед. Вот эти вкуснейшие шоколадки, которые моя Поля обожает все время. Это такие шоколадки в виде кубиков, Фарахат Лукум, в кофе подают. Знаете, как всегда, вот вы там заказываете, вам раз, ложечку, трубочку. Слушайте, классно, мне прям очень нравится. А, здесь орешки, да, хранятся? А вот эти штучки, да, обычно орехи дают, они теплые, там подогреватель, да, стоит? Да. Смотрите, Туда можно сколько температуру выставить. Теплых орехов. Здорово. А это? Есть попкорн. Ой, смотрите, здесь даже попкорн есть, а мы не знали. Ароматец. А где делают попкорн? На кухне? Не, да, они томат продают. Ага, и сюда приносим. А здесь? Чипсы, да, Чипсы смотрите, есть, здесь везде да. в отелях есть чипсы, можно подходить, брать сколько угодно, просить. Чипсы во всех отелях IC, кстати. Так. Пиво. Ага, вот смотрите, запасы пива, кстати, да. Я вот все время спрашиваю, какой пиво есть. Миллер, смотрите, есть. Бэкс. А, еще Миллер. А это Клаус Тайлер, это не фильтрованный на алкоголь, да. Еще минеральная водичка есть. Есть Эфес. Эфес есть. Вот так вот в баночках. Смотрите, весь этот же бар дублируется еще и с другой стороны. Видите, как с двух сторон, мы так по кругу ходим. Так, а где вот, да, где бочка с пивом стоит? Вот она, да, вот. Она бочка, да, холодильная установка. Эфес Пилснер, настоящий. Все проверено, качество. Хватит? Нет. Спасибо большое. Хотя бы я сейчас от стаканчика не отказался, жарко. Сейчас попозже возьму. Все, спасибо большое за экскурсию. Да, такое мы сделаем первый раз. Смотрите, у них здесь салфетки, несколько санитайзеров стоит, все, чтобы было чисто и аккуратненько. Пожарный кран. А вот смотрите, я еще колуа не разглядел, то есть можно себе коктейльчик B52 сделать. Колуа, Беллис и Куантро.
Спасибо большое, очень здорово. Вопрос такой возник, а при какой температуре моется посуда вот здесь в баре? Так, сейчас посмотрим, это скажет. 65-70 градусов. градусов. Там с моющими средствами, да, специально и все. Совершенно верно. Ну, это же посудомоечная машина. Детержан nereye konuluyor? Смотрите, уже отсюда я смотрю, там прямо средства, да, туда шланг опускается. То есть не как Нет, у нас автоматически, таблетки да, бросаемся, там автоматически несколько разных канистр там стоят. Там и к ним есть и подключаются. порошок, и вот это вот средство для придания блеска, и, Ага, соответственно, понятно. моющие, Класс. чистящие. Вот так вот. Я как-то видео все время раньше говорил, что когда градусами замерял температуру бассейна, называл себе отель Лизора. Вот теперь отель Лизора, мне кажется, воплощается в реальность. Сейчас стоим с Еленой, общаемся, я говорю, а давайте еще снимем прачечную. Мне интересно, где Давайте. вот это огромное количество полотенец, вот, которые, да, с пляжа все это стирают, должен же быть еще какой-то запас, да, чтобы это за ночь невозможно. Конечно. То есть, в общем, идеи Это всё рождаются должно сами с сушиться, потом собой. гладиться, да, совершенно верно. И И сейчас уже пойдем готовится посмотрим для еще гостей. интересные места. Обязательно. Ну и все мы знаем, что сбоку отеля есть такие места, куда приезжают машины. Такие места, их обычно, кстати, не видно. Мне стало очень интересно, сколько всего нужно привезти, чтобы, да, вот напитков, да, сколько всего нужно привезти, чтобы обеспечить отель напитками, едой и так далее. Сейчас мы отправимся в место, называется это депо, да, как Да, склад. совершенно верно, склад. Да, и сейчас посмотрим, в каких объемах это все хранится. Смотрите, все бутылки из отеля потом пустые собираются, ставятся в ящики и отправляются потом обратно, наверное, на завод, не знаю куда. Это огромные бочки Это с пивом, это с колой. И с колой. фантом. Представляете, какие огромные Большие, бочки. да, машины. Так, это водичка, да, запасы воды. Вот такие вот. В палетах прям привозят огромные. Естественно, сюда просто так попасть нельзя. К нам сразу подошли, сказали, куда вы идете, что вы хотите. И выясняли сейчас, как это все согласовывалось. Сейчас вроде передали информацию и нас должны пустить. Депо офисе написано, то есть сюда попасть просто так нельзя, да? Сразу бежали Да, совершенно мужчины, верно. Так же, куда как вы нам, да. идете, да, даже Елене сказали, куда вы вообще идете, те, кто давал разрешение. Елена позвонила и сказала, попросила, чтобы нас пустили. Потому что это наше потайное место. Сюда вообще попасть невозможно. Это сразу все вышли, что случилось, кто кого вообще сюда с камерой пустил. Сейчас будем пытаться Ben giderim yani. İlk ben giderim ondan sonra. Нам открывается первая дверь, и это холодный склад. Непонятно, что здесь, правда. Елена тоже даже сама не Да, знает. вот есть маргарин. В общем, это масло, да, вот огромные Да, бочки с брынза. маслом, с запасами. Здесь очень холодно, Это здесь есть, огромная да, система вентиляции, сыр кондиционирование. Ага, это Тум, все вот это сыры, разные, да, да, различные, сыры. которые лежат на шведском столе, они вот так вот хранятся в таком холоднейшем просто помещении. Смотрите, оливки, маслины, да, вот в таких бочках. Так, возьмем бочечку с собой, смотрите, оливки мои любимые, целые, прям эти вот такие вот огромные баночки привозят. Не маленькие баночки, как у нас в магазинах. А здесь есть Все. даже ролл и вот такие вот разные Сыры, да? дорогие сыры. И у нас есть даже соевое молоко хорошей марки вот Альпро. Если очень холодно, все, мы ходим, а то сейчас замерзнем. Тоже все в коридорах, даже в датчиках температуры, влажности. О, здесь у вас огромный склад. С провизией. Кетчуп, майонез, варила макароны, филис тоже макароны. Так, ну, если случится какие-то перебои с поставками, я думаю, Совершенно верно. гости голодными не останутся. Мешки Также все. разные соусы. Ага, смотрите, соусы, все, кикоман даже есть, видите, все Хайнц, все таких на стеллажах разложено, огромные просто склады. Это рис, Рис. лимонный соус. Лимонный соус. А там сахар, чай, кофе. В общем, огромные запасы у вас. И кофе, Масло, и всего, чего да. только нету. Подсолнечное. Отправляемся дальше. Видите, человек сразу с книжкой сразу за нами все закрывает, чтобы кто туда больше не зашел. Тоже датчики все с регулировкой температур уже в помещении. Видели, там огромное количество этих комнат. Мы сейчас по-быстренькому вот несколько зашли, сейчас пойдем на другой еще склад. О, так, и здесь у нас сия святых. Апероль? Алкогольный. Алкогольные просто запасы. Апероль? Склад алкоголя. Аперольчик. Смотрите, джин. В каких огромных количествах. Это у вас на год запас, да? Года, там это даже два таких огромнейших палета джина. Еще другой А джин. здесь палет
апероля. Да, Апероль. смотрите, сколько водки, друзья. Настоящий. Абсолют. И это Просто настоящий ящик именно. коробки. Но это на год запас, да? Оригинальная, нет. Ну, Ну, качают. Бакарди, Мастера ром, качают смотрите. оригинал. Сколько запаса. Гавана Клаб. Это прям с Кубы, наверное, привозят, да? Представляете, сколько Гавана Клаб здесь, рома. Ну, это где-то примерно Просто. на 6-7 месяцев. На 6-7 месяцев, да, Да, делается да, да, запас? Обалдеть, И смотрите, Апероль. Red Label, Апероль, оригинальный, натуральный. Так, вы пока это все отвернитесь, я ящичек для жены прихвачу. Рюкзачок у меня маленький, к сожалению, ничего не поместится. Смотрите, Бифитер, да, оригинальный, Кэптен Морган, все в огромных количествах, Смирнов, Альмека, текила. Чивас, смотрите, сколько Чиваса, какие запасы, здесь действительно ничего не может кончиться. Джек Дэниелс, просто смотрите, сколько всего, Финляндия, водка, Джеймисон, тут просто можно это загулять, я имею в виду заблудиться, Джим Бим, Балантайнс виски, да, смотрите, Мартель, коньячок. Так, что еще, раки, ну, в общем, огромное количество, смотрите, Хеннесси, целый палет стоит. Да, мне даже сложно представить, сколько вообще стоит вот этот склад. Его надо очень аккуратно хранить. Смотрите, здесь есть экстра напитки. Я думаю, что это Чивас 18-летний, да, то есть такие вот это Реми Мартан VCOP. Слушайте, ну масштабы просто поражают. Мартини, чего только нету, Альмека. В общем, вот такие вот запасы. На 6-7 месяцев заезжаем, все, никуда отсюда не выезжаем. Ну и еще много всего. Все остальное не буду показывать. 29, все в Финляндии. Да? Давайте посмотрим. Ну все, посмотрим. Еще Сиера, еще Хеннесси. В общем, все очень круто. Пишите обязательно. Паузу жмите, пишите, что вы думаете про это. Класс, да? Слушайте, вот очень обидно, представляете, как, насколько вот они заполняют склады на 6-7 месяцев, отели вкладывают деньги, и когда происходит вот этот локдаун, да, когда закрывают перелет, представляете, как это все у них простаивает, сколько денег вложено и сколько стоит. Ну, не об этом сейчас речь о масштабах, мне кажется, просто вообще супер. И сразу же все закрывается на замок. Ключи я знаю, где хранятся, вечерком придем сюда. Сейчас этот пластилин у меня есть, копия ключа. Ну, шутка, конечно. Все, они меня запомнят и будут теперь это под контролем ходить, чтобы, не дай бог, сюда не проник. Так, меня спрашивают, пойду я туда или нет. Там минус 18, темно, я включаю фонарик. Ну, сейчас может, кстати, запотеть камеру. Но мы зайдем, посмотрим. А здесь что хранится? Вы меня, главное, не закрывайте здесь. О, ребят, здесь минус 18. Не знаю, видно что-то или нет. Здесь заморозка хранится, замороженное мясо. Тоже в огромных количествах. Здесь очень холодно, потому что... Да, я чувствую пол ледяной, как каток. Можно это на коньках кататься. В общем, такой склад, я не знаю, видно что-то нет. Видите, как здесь прям сразу все запотевает моментально. Ух! Прям можно это охлаждаться там, класс. И рядом такой же склад с замороженной рыбой. О, так, здесь чуть посветлее, но здесь очень холодно. Представляете, зайти в морозилку минус 18. Все в коробках лежит, все хранится, но я выхожу, тут реально очень-очень холодно. Все, выбегаем. Спасибо большое, что показали. Сейчас мы заходим с вами в прачечную. Посмотрим, где что все происходит. Какие у вас тут аппараты огромные. Так, а что здесь стирается? А здесь стирают в первую очередь униформу всего персонала, и потом ее, соответственно, отглаженную в таком вот виде отдают персоналу, потому что есть специальное место выдачи, и каждый раз персонал, приходя на работу, получает выглаженную и постиранную униформу. Соответственно, также стираются все вещи гостей, потому что вы все знаете, что Ну всегда да, в есть. шкафчиках, да, лежит лондри-лист. Это как раз вот тот список вещей и стоимость, за которую можно все это постирать, погладить. Ну и здесь есть вот такая замечательная машина. Отпариватель. Да, отпариватель. Такие машины здесь огромные. А полотенца здесь стираются? Полотенца стираются не здесь, их собирают и большими машинами отправляют, соответственно, стирать на Компания фабрику, потому что это очень большие объемы. Да. И, соответственно, также обратно привозят тоже на больших машинах и уже Ну да, так отстиранными, удобнее. поглаженными, да, и упакованными в пакеты. И постельное белье, я спросил, тоже отправляется. Постельное Специальная белье тоже, компания. да, совершенно верно. Ну, как у нас в отправляют. России, знаете, там приезжают, Потому вот что эти очень ковры, большие вот объемы. меняют, да, машина Да. приезжает, выкладывает новые, забирает старые. и Да. всё. И мы хотим показать, Покажите, например, да, как работает эта машина. Так она шумит, круто. Мощь.
Да. Спасибо большое. Смотрите, какие огромные стиральные машинки попросил. Заглянуть там внутрь, туда спокойно человек поместится. И не один. Здесь уже поменьше, да, конечно. поменьше, То есть, да, например, стиралочки. когда Мгм. Просто постирать детские вещи, да, или какие-то Для нежные детских вещи. вещей. А здесь вот как А, раз сушильные работает, да, машинки, сушильные да? машины, стиральные машины. Вот так вот приходят упакованные полотенца, белье и все остальное. Простыни, пододеяльники, наволочки, подушки, да, тоже все. Да, приезжают, совершенно так. верно. Все это обязательно Ну, вот так добро вот будет. в индивидуальных пакетах. Спасибо большое. До свидания. Нас Спасибо, встреча что с пустили. Есть потайные коридоры, спасибо большое. Можно сразу попасть уже в отель. Оп, эти двери как бы с обычного отеля незаметно. Вот так вот. Что, друзья, как вам экскурсия? Мне очень понравилась. Это просто вообще очень интересно было. Обязательно пишите комментарии к этому видео, поддерживайте лайком. Ну, дизлайком можно, если вам не понравилось. Я думаю, вряд ли такие найдут. Вот так вот старается для нас персонал, такие в объем, таких все масштабах. Вот так вот это все выглядит в отелях. Все, друзья, я вам, как всегда, на отдыхе желаю не замечать никаких мелочей, заряжаться солнцем, морем, позитивными эмоциями. И помните о том, что персонал старается и днем, и ночью для вас. В общем, огромное вам всем удачи и пока. Так, ну а сейчас финал всего видео. Мы сейчас в а-ля-карт ресторане находимся. Помните макарони, которые я сегодня снимал? Там, на кухне. И смотрите, вот эти макарони сейчас нам принесли в а-ля-карт ресторане. Вот они, собственной персоны. Друзья, знаете, когда я... Ну а сегодня вечером потрясающее шоу Майкла Джексона.